Aiboto L935 Smart Aqua. Расширенная версия модели L930 Aqua со станцией самоочистки. Больше не нужно вытряхивать мусор из пылесборника. Робот паркуется на базу и сам все выгружает в большой мешок. С такой станцией уровень вашего комфорта сразу возрастает на 20%. Но чем еще порадует Aiboto L935 Smart Aqua? Во-первых, он может собрать всю шерсть лепестково-щетинистой турбощеткой, может вытянуть душу из ковра своим мотором на 5000 паскаль, а еще может качественно помыть полы. Просто посмотрите на этот объемистый бак для воды. При всех своих достоинствах робот стоит 25 тысяч рублей. Отличный ценник для пылесоса такого типа. Остается лишь провести тесты и разобраться, как Aiboto L935 покажет себя в полевых условиях, чем мы и займемся в фирменном обзоре Best Robot. Aiboto L935 поставляется в большой красивой коробке с надписями на русском языке. Посмотрим, что находится внутри. Робот-пылесос черный, красивый, с дополнительной инструкцией на лицевой панели. Компактная док-станция с установленным мешком. Потом рассмотрим ее повнимательнее. Подложка для док-станции. Полезная вещь, если будете использовать влажную уборку. Две торцевые щетки, одну из которых нужно установить под пылесос. Кисточка с разрезателем, пригодится для обслуживания. Швабра с установленной салфеткой цвета морской волны. Подробная инструкция на русском языке, настолько красивая, что можно читать с ребенком вместо Алисы в «Стране чудес». Фирменная гарантия с телефоном, куда можно обратиться для быстрого решения вопросов. Подробнее об условиях гарантии и о том, где находятся сервисные центры, можно почитать на сайте производителя. Помимо всего вышеуказанного, сейчас производитель кладет в коробку еще и 4 запасных мешка, которых хватит не меньше, чем на год. Так что с комплектацией у этой модели все отлично, а дополнительные расходники можно будет купить на маркетплейсах. В характеристиках стоит обратить внимание на представительную силу всасывания, компактные габариты и гуманный ценник. Но не забывайте, что можете получить робота или вертикалку совершенно бесплатно. Раз в месяц мы проводим розыгрыш среди подписчиков телеграм-канала. Нужно просто нажать кнопку «Участвовать» в закрепленном посте. Подборки и детальное сравнение, распродажи и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. Aiboto L935 выполнен в форме симметричной шайбы с башенкой лидара по центру. Кстати, он с прижимной кнопкой. Хотя вероятность застревания под стандартным диваном минимальна. Полная высота корпуса всего 92 мм. Глянцевая панель в сочетании с серебристой крышкой лидара выглядит на все деньги, но быстро покрывается пылью и отпечатками. Придется время от времени вытирать ее влажной тряпочкой. Впереди две механические кнопки и индикатор Wi-Fi. Остальные элементы управления в мобильном приложении. Бампер у робота подпружиненный с ИК-сенсором и боковым датчиком типа ТОВ. С проходами вдоль стен проблем быть не должно, но мы это еще проверим. Контейнер 2 в 1 устанавливается сзади. Наружная часть представляет собой бачок для воды. С одной стороны можно увидеть насос, с другой – горловину под пробкой. Вода поступает на салфетку через 3 сопла. Фильтрация тройная. HEPA-фильтр и поролон устанавливаются через люк вверху. Под ними находится капроновая сетка. Еще ниже камера для сбора мусора. Инженеры предусмотрели шторку, чтобы собранная пыль не выпадала в воздуховод. Хотя с учетом самоочистки можно было обойтись и без шторки. Люк для выгрузки мусора находится сзади. Теперь пройдемся по рабочим инструментам. Ведущие колеса с протектором и поворотный ролик, по сторонам от которого дополнительные клеммы. Видимо, они предназначены для обычной док-станции, которая комплектует 930-ю модель. Торцевая щетка классическая, с короткими поводками, устанавливается на фиксатор. Датчиков поверхности 3. С учетом LDS-навигации должно быть достаточно. По центру фиксированный рабочий блок с плавающим скребком. Он должен помогать собирать соринки на твердом полу. Трубощетка лепестково-щетинистая средней жесткости. Торцы несъемные, но хотя бы есть выемки для срезания волос. Они существенно ускоряют обслуживание. Швабра статична, с опорными роликами. По задумке инженеров, с ними робот будет двигаться более плавно. Уменьшение прижимной силы должны компенсировать прижимные кнопки. Салфетка сравнительно тонкая, с креплением в паз и на липучке. Как это будет работать, посмотрим позже.
Док-станция компактная. Высота с закрытой крышкой всего 26 см. Стыковочный порт представлен тремя элементами. Продолговатое окно, за которым спрятан парковочный датчик. Отверстие с манжетой для выгрузки мусора. И контактные площадки для зарядки аккумулятора. Мешок устанавливается под крышку. Он объемистый, вместимостью 4 литра. Хлястик картонный. iBota заботится о природе. Сразу же ставим лайк под видео. На задней панели сделали кабель-канал. В него можно сложить шнур питания в случае, когда станция стоит у розетки. Если планируете использовать влажную уборку, лучше поставить перед станцией подложку, чтобы мокрая салфетка не контактировала с деревянным полом. Станция простая, но продуманная. Никаких вопросов к ее конструкции нет. Переходим к оценке управления. Для этого нам понадобится приложение iBota Smart. Нажимаем «Добавить устройство» и выбираем в списке L935 Aqua. Зажимаем кнопки, вводим параметры сети 2,4 ГГц. Далее, все по классике. После загрузки плагина отправляем робота на быстрое построение карты. С этой задачей он справился за 8 минут. Комнаты выделил адекватно, но планировку можно будет отредактировать, объединить, разделить, переименовать и так далее. Среди прочего, можно установить для каждой комнаты особые настройки и определить последовательность уборки. В целом, набор возможностей стандартный, все показано списком на экране. Изучайте в стоп-кадре. Касательно настроек выгрузки мусора, тут все прозрачно. Можно выбрать выгрузку с частотой от 1 до 4 уборок, либо отключить эту функцию. Приложение переведено на русский, а сам пылесос говорит на понятном языке. Пополняю запасы энергии. При желании можно подружить его с Алисой. Для этого достаточно подтянуть приложение iBota Smart в умный дом, не обращая внимания на список поддерживаемых устройств, потому что в итоге все работает. Алиса, запусти робот-пылесос. И отправился убирать. Вначале iBota L935 объехал шторы, как и полагается LDS-пылесосу. Уверенно прошел вдоль белого и черного плинтуса. Боковой датчик сработал безупречно. После этого робот принялся убирать комнату зигзагами. С сушилкой стандартная история. Ударился в ножки, начал штурмовать трубчатое основание, но справился с ним достаточно быстро, это плюс. Ножки журнального столика заметил издалека, притормозил и обмел. То же самое касается любых других ножек. Белых, хромированных, черных, толстых или тонких. И датчик всегда замечает их. Черные ковры не вызвали какого-либо замешательства. Пылесос проходит их уверенно. Датчики поверхности реагируют адекватно. Преодоление порогов было заявлено на уровне 15 мм, но по факту iBota L935 справился даже с 17-мм порогом, а вот 20-мм уже непреодолимое препятствие. В него пылесос упирается бампером. Стандартные проезды под диваном iBota L935, как и предполагалось, заезжает легко и непринужденно, даже свободное пространство остается. К уборке в доме замечаний нет. Обработал каждую комнату в восстановленной последовательности, объехал запретные зоны, пропылесосил каждый закоулок. Траектория движения красивая и предсказуемая. В турборежиме аккумулятора хватило на час, за который пылесос успел обработать 58 квадратных метров. В нормальном или тихом режиме пылесос будет работать дольше и уберет большую площадь, а для особняков с колоннадой и бассейном предусмотрено возобновление уборки после промежуточной подзарядки. Вот что по итогу оказалось в пылесборнике. Куча шерсти, мелочевка, песок и прочие радости. Турбощетка намотала волосы посередине и у торцов. Здесь придется поработать разрезателем. Уровень шума средний. От 59 дБ в тихом режиме до 71 дБ на максималках. Любителям сериалов придется подождать, пока робот закончит уборку, и уже потом продолжать просмотр. Теперь попробуем оценить фактическую мощность. Запускаем робота несколько раз на щелевом стенде, чтобы он прошел его во всех направлениях и показал, на что способен. Результат следующий. 2 мм зачистил качественно по всей длине. В остальных щелях 4, 6, 8 и 10 мм до дна не достал. Так что фактическая мощность у этой модели умеренная. Отразится ли это на качестве сухой уборки, сейчас узнаем. Алгоритм работы обычный.
дважды зигзагами и вдоль стен. Большую часть мусора на ламинате iBota L935 собирает сразу же, а со второго прохода устраняет недоработки. По итогу стенд удалось почистить на 96%. Вдоль стен торцевушка отработала хорошо, остались считанные соринки. А вот в углах результат неоднозначный. За счет небольшого диаметра корпуса слепая зона составила всего 10 мм, на 25 мм меньше, чем у аналогов. При этом значительная часть мусора разбросана в прилегающей зоне вдоль плинтуса. С песком пылесос по большей части справляется. Центральная щетка заметает песчинки с гладкой поверхности. Тестовая тряпочка практически чиста. Но стыки зачищены не идеально, а торцевая щетка не дорабатывает по периметру. Тут и там у плинтусов видны песчаные шлейфы. Угловой тест показывает, что нейлоновым кончиком щетки не хватает жесткости. Помимо стандартной слепой зоны, песок остается на прилегающих участках. При уборке ковролина картина такая же, как с ламинатом. Робот быстро приводит в порядок центральную зону. Она выглядит чистой, за исключением единичных соринок. Но на периферии есть недоработки, повлиявшие на итоговый результат. На мохнатом ковре iBota L935 совершает привычные проезды зигзагами и вдоль стен. Прочесывает турбощеткой центральную зону, что-то подбирает торцевушкой. После двух проходов поверхность выглядит чистой, а 78% мусора оказывается в пылесборнике. Но если взъерошить ковер, сразу можно обнаружить крупинки разного калибра и провалившийся вниз песок. iBota L935 Smart Aqua подойдет для регулярной уборки ламината и поверхности ковра, особенно если в доме пушистый кот, но не собака, которая таскает с улицы песок. Щетка после тестов намотала умеренное количество волос. Их придется время от времени счищать. А вот с пылесборником возиться не нужно. В конце трудового дня пылесос паркуется на станцию и сообщает: Начинаю сбор пыли. После чего выгружает собранный мусор в мешок. Уровень шума в это время достигает 83 дБ. Показатель на 15% выше среднего, но продолжительность процесса всего 20 секунд. Для тестирования я наполнял контейнер различными видами мусора. Семечки, смесь крупы и гороха, песок и наполнитель кошачьего туалета. Во всех тестах база показала уверенные 100%. Дополнительный тест с пылесборником, забитым шерстью, тоже прошел успешно. К периоду линьки станция Smart L935 готова. Посмотрел 10 роликов, но так и не понял, что выбрать? Не проблема. Заходи в чат телеграм-канала Best Robot, получи консультацию экспертов, узнай мнение реальных пользователей. Ну а в качестве бонуса к полезной информации у тебя есть шанс получить бесплатный пылесос, который мы разыгрываем среди подписчиков раз в месяц. Ссылка на сообщество закреплена в описании. Но помимо выполнения сухой уборки, пылесос может вытирать полы. Причем, как я рассказывал, прижимает салфетку к полу и обильно смачивает ее. На максимальных настройках на 1 квадратный метр iBota L935 расходует 8 мл, в 3 раза больше среднестатистического. Посмотрим, как эта система проявит себя в тестах. На кофейные пятна робот поехал с сухой салфеткой, но смочил ее буквально за 30 секунд и что-то отмыл еще на этапе движения вдоль стены. Устранить пятна по центру удалось за 2 прохода. Дополнительный запуск потребовался для улучшения результатов по периметру. Показатели хорошие. Не промывает только 4,5 см у стены и 9 см в углах. Обратите внимание, насколько салфетка мокрая. С нее прям капает вода. И это без предварительного смачивания. Перед сочным тестом салфетку смочили вручную, и робот действовал еще более уверенно. За пару проходов стенд блестит. Салфетка отработала всей площадью и отлично справилась с поставленной задачей. Слепые зоны такие же, как и при тестировании с кофе, 4,5 и 9 см соответственно. Пока что робот показывает убедительные результаты, значит, стоит попробовать его в экстремальных тестах. И первый из них – адская грязь. За 2 прохода в режиме комбинированной уборки iBota L935 высушивает стенд, собирает земляные комки и размывает грязь по стенду. Середина микрофибры полностью забита землей. Приводим салфетку в порядок и запускаем уборку снова. С 3-4 прохода роботу удалось собрать много грязи. Стенд светлеет на глазах, но салфетка снова грязной и оставляет разводы. С 5-6 прохода подопытный справляется с задачей. Не считая некоторых шероховатостей, поверхность чистая. Состояние стенда до и после говорит само за себя. Контрольный и самый сложный тест. Прилипший кетчуп. Проход номер 1 и 2. Робот слегка размочил и подразмазал большое рыжее пятно. Теперь оно уже похоже на скопление небольших пятен.
Салфетка впитала жир и будет оставлять разводы. После стирки в раковине запускаю уборку повторно. Проход номер 3-4. Пылесос буквально слизывает мелкие пятна, размывает крупные и практически справляется с тестом. Остается лишь небольшое пятнышко по центру. С пятого прохода iBota L935 убрал его и натер поверхность до блеска. Влажная уборка у этой модели реализована отлично. При промежуточном полоскании салфетки вручную iBota сможет полноценно мыть полы. Подведем итоги. iBota L935 Smart Aqua – интересный пылесос, особенности которого нужно учитывать при выборе. У него аккуратная навигация с мягким касанием. Под стандартную мебель заезжает без проблем. Качество поверхностной уборки высокое, особенно если говорить о центральных зонах, но для глубокой очистки ковролина роботу не хватит мощности. А торцевая щетка работает не так эффективно, как хотелось бы. С выгрузкой мусора полный порядок, но больше всего мне понравилась влажная уборка. Несмотря на простое исполнение швабры, за счет обильного смачивания она справляется с любыми загрязнениями. Но только при условии регулярных промежуточных промываний салфетки в раковине. Моделька полностью русифицирована с гарантией, поддержкой Яндекс.Алисы и скромным ценником. По системе оценки Best Robot iBota L935 Smart Aqua набрал 69 баллов и вошел в топ-8 роботов с выгрузкой мусора. Пылесос будет максимально полезен в небольших домах с пушистыми кошками и низковорсовыми коврами. Стоит ли его покупать, можете решить сами или спросите мнение экспертов в телеграм-канале Best Robot. Там же найдете и актуальный рейтинг роботов-пылесосов. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели до конца и поставили лайк под роликом. Пока-пока и до новых обзоров!